В истории Советской Армении есть трагические и кровавые страницы. Одной из них стала Большая чистка 1930-х годов, когда партийные лидеры, военные, ученые и обычные граждане были репрессированы, а многие судьбы остались забытыми. Это первая из 3 частей нового моего проекта «Армения 1930». Проект «Армения 1930» посвящен трагическому периоду сталинских репрессий, коллективизации и крестьянских восстаний в Советской Армении, когда разрушение традиционного уклада, лишение земли и массовых преследований вызвало сопротивление народа. Прежде чем продолжу, хочу напомнить, что вы можете поддержать канал, поставив лайк и подписавшись. Если вы хотите поддержать материально, для зрителей из СНГ доступна платформа Boosty, для международной аудитории Patreon или разовым донатом через Donation Alerts. Приятного просмотра. В 1930-е годы Советская Армения являлась одной из союзных республик СССР и до 1936 года входила в состав Закавказской СФСР. После установления советской власти в 1920 году республика пережила масштабные социальные и экономические преобразования, включавшие коллективизацию сельского хозяйства и индустриализацию промышленности. С 1930 года пост первого секретаря Коммунистической партии Армении занимал Агаси Ханджан, популярный руководитель, который выступал за осторожное и умеренное проявление армянской национальной идентичности в рамках советской идеологической системы. Однако такая линия политики вызвала недовольство Лаврентия Берии, влиятельного советского функционера в Закавказье. Противоречия между ними переросли в открытый конфликт, который стал отправной точкой будущих репрессий. Начало масштабных чисток в Армении связано с убийством Агаси Ханджана, совершенным 9 июля 1936 года в Тбилиси. Ханджан родился в 1901 году в Ване, Османская империя. Был одной из ключевых фигур в армянской политической жизни. Его смерть, организованная Лаврентием Берием, первоначально была представлена как самоубийство. Однако впоследствии стало известно, что Ханджан был застрелен самим Берией. Это убийство стало отправной точкой для развертывания масштабной кампании против так называемых националистических элементов и врагов народа. Берия использовал гибель Ханджана как предлог для обвинений армянской интеллигенции в поддержке даштаг-троцкистских заговоров, что послужило оправданием для последующих репрессий. После устранения Ханджана Берия поставил на ключевые посты своих людей. Аматуни Вардапетян занял должность первого секретаря, а Хачик Мукдуси возглавил армянское НКВД. В течение 10 месяцев после убийства Ханджана в Армении было арестовано 1365 человек, из которых 900 были отнесены к категории даштаг-троцкистов. В течение 10 месяцев после убийства Ханджана в Армении было арестовано 1365 человек, из которых 900 были отнесены к категории даштаг-троцкистов. В августе 1937 года трагическая смерть председателя Совета народных комиссаров Армянской ССР Саака Тер-Габриэляна стала еще одним важным поворотным моментом. Находясь на допросе в здании НКВД, он либо сам выпрыгнул, либо был выброшен из окна 4-го этажа. Это происшествие вызвало резкое недовольство Сталина, который направил в Армению Георгия Маленкова, Михаила Литвина и Анастаса Микояна для контроля за дальнейшим ходом чисток. Результатом их деятельности стали новые массовые аресты. Было задержано более 1000 человек, а 7 из 9 членов Политбюро Коммунистической партии Армении лишили своих постов. Точные масштабы репрессий остаются неизвестными. Однако, по имеющимся оценкам, в период с 1936 по 1938 год 1000 армян были арестованы, казнены или отправлены в трудовые лагеря. Секретно. Иосифу Виссарионовичу Сталину Анастас Иванович Микоян просит с целью очистки Армении от антисоветских элементов разрешить расстрел дополнительно 700 человек. Предлагаю расстрелять 1500 человек в общей сложности вместе с ранее утвержденной цифрой 2000 человек. Николай Иванович Ежов, Народный комиссар внутренних дел СССР, 22 сентября 1937 года.
Репрессии охватили армянскую интеллигенцию, включая писателей, художников и религиозных деятелей. Среди наиболее известных жертв оказались поэт Егиша Чаренц и писатель Аксель Бакунц. Чаренц, родившийся в 1897 году, считался одним из величайших поэтов XX века в Армении. В начале 1937 года органы НКВД Армянской ССР приняли решение изъять из музеев и уничтожить огнем 12 полотен, написанные Мартиросом Сарьяном. Эти картины были портретами врагов народа, известных государственных деятелей и представителей интеллигенции. Чекистам удалось сжечь 11 работ, а 12-я пропала бесследно. Однако с риском для жизни портрет поэта Егиши Чаренца спасли сотрудники музея, тщательно спрятав его. Хотя портрет был сохранен, страдания Егиши Чаренца только начинались. Его творчество глубоко отражало национальную идентичность армян и пережитый опыт революционных событий. В 1937 году его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности, и в ноябре того же года он умер в тюрьме. Аксель Бакунц, родившийся в 1899 году в Горисе, прославился своими рассказами, в числе которых «Темная долина». Он был арестован в 1936 году, а в 1937 году казнен. В числе других жертв значились Ваграм Алазан, Гурген Маари, Иван Татавенц. Под жесткий удар попала и армянская апостольская церковь. В 1938 году был убит католикос Харен I. А Ичмиадинский католикосат, духовный центр всей армянской церкви, закрыт. Ответственность за эти события часто возлагают на Лаврентия Берию. Множество священнослужителей подверглись арестам или были расстреляны, а церковная жизнь практически прекратилась, вплоть до окончания Второй мировой войны, когда Сталин ослабил ограничения на религиозную деятельность. Чистки в Армении продолжались вплоть до конца 1938 года, когда глава НКВД Николай Ежов был снят с должности, и масштабы репрессий начали уменьшаться. После смерти Сталина в 1953 году стартовал процесс десталинизации, вошедший в историю как хрущевская оттепель. В марте 1954 года видный армянский политический деятель Анастас Микоян выступил в Ереване с речью, которая призвал к реабилитации Егиша Чаренца и других жертв политических преследований. Дело дошло до того, что в свое время был снят памятник Патканяну в Ичмиадине, причем люди, которые себя коммунистами называли. И прекращено было издание сочинений классика армянской литературы Рафи. Конечно, в некоторых произведениях и Патканяна, и Рафи имеются националистические оттенки, но можно ли на этом основании отказываться от культурного наследия, отразившего ряд страниц героической борьбы армянского народа против персидских и турецких поработителей, воспевших с любовью и возвышенным чувством жизнь и труд народа? Не случайно, что свое первое произведение Рафи благоговением посвятил Михаилу Налбандяну, соратнику Чернышевского. Бывшее руководство Республики Армения неправильно отнеслось к наследию также талантливого армянского поэта советского периода Егиша Чаренца. Этот шаг стал символом начала восстановления исторической справедливости. В 1956 году Ханджан и многие другие были официально реабилитированы. Реабилитация позволила вернуть в культуру произведения запрещенных авторов и вспомнить тех, кто пострадал от репрессий. Стоит вспомнить других известных личностей, репрессированных в ходе сталинских чисток. Вагаршак Терваганян, старый большевик, арестовали и расстреляли в 1936 году. Саркис Касьян, партийный функционер, погиб в ходе чисток 1937-1938 годов. Сергей Лукашин, председатель Совнаркома Армянской ССР, расстрелян в декабре 1937 года. Александр Бекзадян, советский политик-дипломат, расстрелян в 1938 году. Левон Мирзаян, высокопоставленный партфункционер Азербайджана-Казахстан, расстрелян в 1939 году в ходе репрессий. Абрам Галуян, председатель Совнаркома Армении, репрессирован в 1937-1938 годах. Нарсес Степанян, армянский советский экономист, расстреляли в 1937 году. Генералы-герои Сардарападской битвы Мавсес Селекян и Кристофор Араратов сыграли ключевую роль в защите Армении. Мавсес Селекян, генерал и командир в Сардарапате, был арестован и расстрелян
22 ноября 1937 года. Кристофор Араратов, генерал Первой Республики, который командовал войсками с 1918 года, был арестован и расстрелян 10 декабря 1937 года. Оба генерала были расстреляны в Норкском ущелье и перед смертью отказались надевать повязки на глаза. Гайко Бжешкян, советский военачальник, расстрелян в ходе чисток 1937 года. Гаспар Васканян, военачальник, офицер, репрессирован в 1937 году. Забеля Саян, писательница, арестована в 1937 году, умерла в лагере в 1943 году. Макарты Шармен, писатель, арестован в 1937 году, пережил лагеря, умер позже, в 1972 году. Погос Макинтян, армянский писатель, репрессирован советскими властями в 1937 году. Лер Комсар, сатирик, публицист, репрессирован в 1935 году. В 1955 году вернулся в Ереван по амнистии, умер позже, в 1965 году. Тадевос Авдалбекян, историк, филолог, экономист, репрессирован в 1937 году. Ашот Ионисян, историк и политический деятель, репрессирован в 1937 году, в 1943 году выпущен из тюрьмы, умер позже, в 1972 году. Ашхарбек Калантар, видный археолог и историк, арестовали в марте 1938 года, скончался предположительно в ссылке в 1942 году. Аванес Качазнуни, политик, первый премьер-министр Первой Республики Армении, арестован в 1937 году, умер в тюрьме в 1938 году. Сиракан Тигранян, государственный деятель, член партии Даштак Тютюн, занимал важные посты в период существования Первой Республики Армения, репрессирован, погиб в 1937 году. Григор Чагетян, первый министр финансов Первой Республики Армении, расстрелян в 1938 году. Игитханян Харен, армянский военный деятель, полковник, герой Сардарападской битвы, в 1937 году был репрессирован, умер в тюрьме в 1940 году. Гурген Эдилян, доктор философских наук, профессор и первый декан Армянского педагогического института. В 1937 году Гурген Эдилян становится жертвой сталинских репрессий. В 1942 году умирает в ссылке. И еще 15 тысяч армян, пострадавших от сталинских репрессий в 1930-х годах. Здесь я хотел бы рассказать о репрессированных членах моей семьи. Мой прадедушка Аванес был репрессирован не в 1930-е годы, а немного позже. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, он был призван в ряды РККА. Во время боев попал в немецкий плен и был отправлен в концентрационный лагерь на территории оккупированной Франции. Спустя некоторое время ему удалось бежать. После возвращения в СССР мой прадедушка вместе со всей семьей был арестован НКВД. Его дочь, моя бабушка Лида, все вместе были сосланы в Барнаул, лишь из-за того, что отец оказался в плену, что в то время считалось преступным. Они вернулись на родину лишь после смерти Сталина. Период Большого террора оставил неизгладимый след в жизни армянского народа. Массовое уничтожение значительной части культурной и интеллектуальной элиты привело к утрате важнейших достижений в литературе, искусстве и науке. Репрессии породили атмосферу страха и взаимного недоверия, разрушив множество семейных связей. Общее количество репрессированных составило около 15 тысяч невинных людей. Примерно треть из них была расстреляна, а остальные по приговору так называемых «троек», специальных комиссий, действовавших без суда и следствия, были отправлены в многочисленные концентрационные лагеря, существовавшие по всему СССР. Особенно тяжело приходилось армянам, ранее бывшим подданными Турции. Те, кто пережил геноцид, в Армении подвергались суровым наказаниям, чаще всего к расстрелу, или в более мягких случаях ссылке в Сибирь. Более 25 тысяч детей в возрасте до 15 лет были насильно изъяты из семей. Первые 1,5 года жизни они проводили с матерями в концентрационных лагерях, после чего детей отбирали и отправляли в детские дома и ясли, присваивая им новые имена. Советская власть организовала так называемые детские гулаги для детей, которых считали способными к антисоветской деятельности. Большой террор в Советской Армении был одним из самых тяжелых периодов ее истории. Тысячи людей погибли,
а культура и наука пострадали. Убийство Агаси Ханджана, репрессии против духовенства и интеллигенции, а потом реабилитация жертв показывают жестокость того времени. Память о пострадавших остается важной частью истории Армении и напоминает о высокой цене репрессий.